Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Сегодня мы поговорим, как на фиалке отражается нерегулярный полив. В первую очередь от полива зависит, насколько хорошо будет развиваться корневая. Правильный своевременный полив отражается на качественном развитии корней. А значит, если с корнями все в порядке, то фиалка будет хорошо расти, развиваться и зацветать. От залива или пересушки серьезно можно навредить корневой системе. Даже если это был единичный случай, после него полноценно корни могут уже не работать. Поэтому на частоту полива влияет сезонность. Летом фиалки нам приходится чаще поливать, так как стоит жара, температура повышена и земляной ком быстрее просыхает. Но обратите внимание, если фиалка не цветет, если фиалка молодая, у нее мало листвы, то и поливать такую фиалку придется реже. Если же фиалка уже зацвела, стала хорошо облиственной, как вот эта фиалка, то поливать такую фиалку придется чаще. Зимой, когда температура понижена, земляной ком остается долго влажным, то и поливать фиалки нужно реже. Что еще влияет на частоту полива? Влияет, в каком грунте растет фиалка. Например, в рыхлом, легком торфе фиалки просыхают быстрее, так как торф надолго не удерживает в себе влагу. Плотный земельный грунт, наоборот, дольше остается влажным, поэтому обратите на это внимание. Также, чем больше наросла корневая система, чем больше она оплела весь земляной ком, оплела горшок, тем и воды она будет поглощать больше и быстрее. Поэтому поливать такую фиалку придется чаще. Всегда нужно следить, чтобы субстрат оставался слегка влажным. Нельзя допускать пересыхания грунта, но и застоя влаги в корневой быть не должно. Поэтому обязательно снизу горшка делайте дренажные отверстия, чтобы лишняя вода не застаивалась. Пересушить, так же как и залить, это убить часть корней. Поэтому нужно серьезно относиться к поливу. Чем еще опасен нерегулярный полив? Тем, что корни перестают полноценно поглощать воду, тонкие всасывающие корешки страдают и не напитывают фиалку водой. Фиалка затормаживается в развитии, могут начать желтеть листья, цветы становятся мелкими. И если вы заметили такие признаки, да еще и грунт отходит от стенок горшка, то налицо конкретная пересушка. Вы будете поливать такую фиалку, но вся вода будет стекать вот так по одной стенке горшка и не задерживаться в нем. Получается, такую фиалку нужно обязательно отпаивать. Делать это сложновато, но можно. Если полностью корни не засохли, то небольшими порциями воды фиалку можно отпоить. Это что касается пересушки. Теперь давайте поговорим, как отражается залив на фиалке. Грунт от перелива становится очень мокрым, горшок по весу становится тяжелым, вы это заметите. Из-за этого грунт уплотняется, корни, соответственно, перестают дышать, происходит закисление корней, нет доступа воздуха, и корневая просто загнивает. Поэтому чрезмерный полив также опасен для фиалок. Выбирайте подходящий способ полива. Если фиалок немного и есть свободное время, то можно и верхний полив использовать. Если все же большая, внушительная коллекция фиалок, то, конечно, фитильный полив облегчит уход за фиалкой и сэкономит вам время. Если вы уже увидели конкретную проблему с сильнейшей пересушкой, я бы порекомендовала такую фиалку переукоренить, снять макушку, зачистить стволик, убрать все корни и поставить ее в воду. Именно в воду. Так фиалка быстрее напитается влагой и восстановит тургор листвы.
Если фиалка не серьезно пострадала, то можно и в грунте ее переукоренить и в тепличку поставить. Либо сразу на фитильный полив можно поставить. В последнее время я использую именно этот способ. Я о нем рассказывала, как омолодить фиалку и нарастить корни. Ссылочку оставлю под этим видео в описании, кому интересно. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Если у вас остались вопросы, приглашаю вас в комментарии. Если вы не подписаны, оставайтесь. И до новых встреч. Всем пока!